Здравствуйте! Вот и пришло время очередного мистического видео. Приятного просмотра! Тикток-пользователь Брианна в основном выкладывает видео про свое любимое хобби, а именно про погружение под воду недалеко от побережья солнечной Флориды. Ее видео не имеют ничего общего с необъяснимым, но однажды во время очередного погружения ей удалось снять кое-что по-настоящему пугающее. Девушка начинает паниковать, когда начинает слышать громкие, пугающие крики под водой. После того, как она всплывает на поверхность, она решает снова спуститься под воду, чтобы выяснить, что это было. Но на этот раз никаких криков уже нет. Некоторые начали обвинять девушку в том, что это видео поддельное, поэтому она записала еще одно, где показывает настоящую запись с камеры. Подобное Брианне удалось записать впервые, и услышать такое под водой по-настоящему жутко. Женщина по имени Кристина Райт из команды исследователей паранормального в одиночку отправляется исследовать кладбище пиратов в Англии. Оно было основано в 1475 году в весьма живописном месте. Находясь в центре кладбища, с женщиной случается то, чего она вовсе не ожидает. Completely out of the way, so nobody. Oh, hello. Oh. What? Hello. Sure, I saw somebody shouted hello then, or said hello. Кристина совсем одна, когда слышит рядом с собой женский голос, который говорит «привет». Автор видео сразу же здоровается в ответ, но, обернувшись, чтобы увидеть собеседника, она никого не обнаруживает. Completely out of the way, so nobody. Oh, hello. Oh. Женщина была сильно удивлена. Так может ли быть, что это кладбище населено призраками неупокоенных пиратов? Или все же нет? Пишите свои предположения на этот счет. Completely out of the way, so nobody. Oh, hello. Мужчина по имени Йен исследует разные заброшенные места. И в этот раз он отправился на кладбище Виксбург, на котором, по слухам, обитают призраки. Посетители кладбища говорят, что наблюдали там различные силуэты, и что это ужасно их пугает. Ранее кладбище было частью ныне заброшенного города Виксбург в штате Миннесота, который расположен неподалеку. И вот запись того, как мужчина решил исследовать это место. This whole grave is in shambles. I'm sorry that your tombstone has been destroyed. What happened? Is it vandalized? Whoa. Okay, I just heard you. Автор нашел надгробный камень, который, похоже, был кем-то разбит.
Когда Йен спрашивает, не подвергалась ли могила вандализму, мужчина услышал, будто кто-то шепотом говорит «да». What happened? Is it vandalized? Whoa. Исследователь потрясен тем, что услышал, и считает, что это мог быть дух, который связан с этим надгробием. Поэтому он пытается еще раз выйти на контакт. If you're still here, could you tell me your name? Because unfortunately there's really no way for me to tell. I really don't want to dig around your grave shambles, because I don't want to damage it any further. You don't have to be shy, ma'am. As I said, I'm just here to visit. I'm here with nothing but respect. I'm getting eaten up by mosquitoes right now, but that's okay. It's worth it. If I could just hear your voice one more time. Whoa. Thank you. Oh my gosh. I heard that. Йен попросил еще раз выйти на контакт и также попросил духа назвать свое имя. И в ответ он слышит фразу «It's lonely here», которая переводится «Здесь так одиноко». But that's okay. It's worth it. If I could just hear your voice one more time. Whoa. Автор решает еще раз осмотреть кладбище, и когда он подходит уже к другому надгробию, происходит нечто, чего он не в состоянии объяснить. Oh, whoa, whoa! What the hell was that? Oh, whoa, whoa! Could you do it again? Whoa. Maybe that's why you come off so playful. My name is Ian, and I'd just like to be your friend. Is there anybody else that's buried here? Whoa, I just heard your voice. Could you say it once more? Dude, oh my god, I just heard you again! What does that say? Ida! Oh my god! После того, как ограда затряслась сама по себе 2 раза, Йен будто услышал голос маленькой девочки, которая говорит свое имя. После этого мужчина решает сделать несколько снимков. И то, что ему удалось снять, выбивает из колеи. Pose for the photo. Could you smile? Alright, I'm gonna count to 3, okay? And I want you to pose for this photo. 1, 2, 3. На одной из фотографий проявилось 2 силуэта, похожих на маленьких девочек. Обе фигуры сидят рядом, находятся за могильной оградой и смотрят в объектив камеры, как и просит мужчина. Но на следующей фотографии, сделанной позже, на том месте уже никого нет. Так мужчине и правда удалось снять призраков, или все же это все просто совпадение? Я оставлю решать это вам. Серия этих жутких видео с ТикТока заставляет задуматься, действительно ли куклы могут быть одержимы. Эта кукла была куплена автором на местном аукционе, и с тех пор в доме начали происходить странные события. Сначала все началось с небольшого. Автор с женой начали замечать, что на полу появляются разбросанные вещи. Женщина сразу заподозрила, что виной тому кукла, а мужчина засомневался в этом. В итоге они решили установить камеру, чтобы все прояснить. И вот что в итоге удалось снять.
Сама запись ускорена. В конце всего этого в комнате появляется собака хозяев, которая явно чего-то пугается. На следующем видео автор решает провести эксперимент и ставит рядом с антикварной куклой куклу своей дочери. И она включается и начинает двигаться сама по себе. Более того, мужчина вынул батарейки из куклы и перерезал провод питания, что демонстрирует на кадрах. Автор утверждает, что так происходит почти каждый раз, когда он ставит их вместе. Люди здесь разделились на два лагеря. Одни верят автору, а другие все же нет. Женщина-журналист в прямом эфире проводила репортаж с кладбища, и она, очевидно, понятия не имела, что происходит за ее спиной, поэтому продолжила свою работу, как ни в чем не бывало. На заднем плане неожиданно будто появился и проплыл силуэт, похожий по очертаниям на человеческий. Большинство пользователей уверены, что в кадр попало нечто необъяснимое, потому что, по их мнению, мало того, что все произошло в прямом эфире ночью на кладбище, так еще и про само это кладбище ходит немало слухов, что там не раз замечали странные вещи. Это видео было выложено в сеть без указания источника. Скорее всего, видео было снято в конце рабочей смены, когда персонал кафе заканчивал работу. То, что произошло дальше, по-настоящему шокирует. Сначала можно заметить, как швабра в ведре скользит по полу, но если это еще и можно списать на физическое явление, то следующие кадры, где кто-то невидимый будто тянет официантку за волосы на несколько метров, намного сложнее объяснить. Что было дальше, неизвестно, и я оставлю решать вам, что это могло быть. На сегодня вот и все. Как всегда напоминаю, что я никого не убеждаю верить, и каждый все решает сам. До следующего видео.